Алена стояла в тишине тайги, привязанная к шершавому стволу ели. Веревки врезались в запястье, дыхание превращалось в пар, а снег вокруг лежал нетронутым, будто сама зима затаила дыхание. Лес молчал, и только где-то неподалеку раздался хруст. Тяжелый, медленный, как будто шагала сама тайга. Она подняла голову и увидела его. Тигр стоял в нескольких шагах, огромный, полосатый, будто сотканный из тени и золота. Его глаза, желтые, сияющие в полумраке, встретились с ее взглядом. Эти глаза казались ей странно знакомыми, и сердце болезненно сжалось от смутного воспоминания, которое никак не приходило. В памяти всплыли детские годы. Она снова была девочкой, маленькой фигуркой в слишком большом тулупе, рядом с отцом и матерью, пробирающейся по глубоким сугробам. Мороз щипал щеки, снег искрился под луной. Отец показывал на крупные отпечатки лап на тропе. «Видишь? Это тигр. Он уходит от нас, но знает, что мы здесь. Он боится человека, потому что знает ружья. Но мы не за тем, чтобы пугать, а чтобы беречь». Мать теплым голосом добавляла: «Тигры умные. Они чувствуют опасность раньше, чем мы ее увидим. Но и добро они чувствуют тоже». И Алена верила. Звери понимают язык сердца. Однажды семья нашла раненого тигра. Браконьеры оставили его истекать кровью в снегу. Огромный зверь едва дышал, шерсть вокруг раны была пропитана алым. Отец держал его за голову, шептал что-то успокаивающее, мать ловкими руками зашивала рану. Алена, дрожа от страха и восторга, коснулась лапы. И тигр поднял голову, посмотрел ей прямо в глаза. Взгляд был полон боли, но и доверия, словно он знал. Эти люди не причинят ему зла. Тот взгляд поселился в ее памяти навсегда. Через год ее отец погиб. Был застрелен браконьерами, когда пытался защитить зверя. Тайга без него опустела. На похоронах Алена стояла рядом с матерью и братом Игорем, глядя в бездонный снег, и клялась самой себе. Она отомстит тем, кто превращает лес в бойню. Лес тогда молчал, но где-то далеко раздался глухой рык, словно сама тайга услышала ее клятву. Прошли годы. Алена переехала в Москву, но город с шумом, вечной спешкой и пустыми лицами становился для Алены тесным. Она вернулась в родные места. Мать встретила ее молча, только обняла, прижала к груди, как будто все это время ждала. Алена устроилась работать в заповеднике, проверяла камеры, следы, патрулировала тропы. Училась заново слышать тишину, различать треск сухой ветки от шагов зверя. Однажды в чаще она наткнулась на тигренка. Маленький, худой, оставшийся без матери, он смотрел на нее настороженно, но не отступал. Снежинки застревали в его усах. Алена опустилась на колени, протянула ладонь. Малыш не убежал. В ту ночь она принесла его домой, завернув в свой шарф. Назвала Тай. Сначала он боялся грома, прятался под полкой, потом стал сильнее, играл, бросался на тени. Она выхаживала его в сарае, кормила молоком и мясом, разговаривала с ним по ночам. Но однажды снег снова стал глубоким, и она поняла — пора. Она вывела его в чащу, открыла ворота. Тай ушел в лес, оставив на белом полотне тонкую цепочку следов. Алена плакала, но знала, так правильно. Он должен быть свободен. И все же судьба снова свела ее с хищником. Вернувшись однажды к месту, где отпустила тигренка, она ощутила, их история не закончена. Именно тогда в ее жизнь вошел Томаш. Мужчина с шрамом на руке, говорящий по-русски с акцентом. Он представился режиссером, снимающим фильм о тиграх. Его слова звучали убедительно. Он спрашивал о местах съемок, о редких кадрах, но во взгляде было что-то настораживающее. Холод, как у охотника. Игорь, брат Алены, сразу заподозрил неладное.
Он говорил: «Этот человек не снимает кино. Я видел таких. Они ищут зверей для продажи». Алена все же пыталась верить Томашу. В его голосе порой звучала страсть к лесу, к зверям, и сердце подсказывало, может, он другой? Но однажды ночью она услышала его голос, чужой, жесткий. Он говорил по телефону о живом товаре, о перевалке через границу. Сердце Алены сжалось. Подозрения подтвердились. В заброшенной хижине она нашла мертвых тигров, карту с красными крестами. А вскоре Игоря, лежащего у обрыва с рассеченным виском. Камера, что он носил, уцелела. На ней было записано, как Томаш идет с ножом. Тогда Алена поняла. Это не просто браконьер, он убийца. Она пыталась добраться до полиции, но ее перехватили. Удар по голове и тьма. Когда очнулась, была привязана к дереву. Томаш стоял перед ней. Лицо его было холодным, голос спокойным, будто он обсуждал цену товара. Он говорил о деньгах, о тиграх, как об экспонатах. Алена кричала ему о его преступлениях, о крови, что он пролил. Но он только усмехался. И вдруг снег треснул. В сумерках возник он. Огромный тигр, большой, сильный. Это был Тай. Его глаза вспыхнули в темноте, и Алена наконец поняла, откуда знала этот взгляд. Томаш поднял оружие, но тигр бросился на него. В схватке рев и выстрел слились в один звук. Тигр вцепился в браконьера, но получил пулю в бок. Алена, в отчаянии рванувшись, вырвалась из веревок. Холодный нож оказался в ее руке, и она вонзила его в грудь Томашу. Лес замолчал. Только тяжелое дыхание зверя и хруст ветвей. Тай, дрожа, посмотрел на нее последний раз и ушел в чащу, оставляя кровавый след на белом снегу. Прошел год. Алена возглавила заповедник. Под ее заботой тайга оживала. Возвращались птицы, выходили на тропы олени. Люди учились уважать лес, а браконьеры все реже осмеливались заходить в охраняемые земли. Но Алена все еще искала Тая. У старого кедра, где когда-то погиб ее брат, она оставляла мясо, как дар и как память. Иногда находила следы, иногда только ощущение, что за ней наблюдают. Однажды, идя по тропе ранним утром, она увидела свежие отпечатки лап. Сердце заколотилось. На холме среди деревьев стоял он, выросший, величественный, свободный. Тай смотрел на нее молча, его глаза были глубокими, как сама тайга. Потом он развернулся и исчез в лесу. Алена знала, он рядом и никогда не уйдет совсем. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.